С определенного момента, с той поры, когда искусство окончательно обособилось от религии, названия стилей начинают выражать содержание целых исторических эпох. Романтичны не только картины или здания первой половины XIX века, но и само время, полное великих надежд и упований. Внешние формы могут быть строго классическими, ведь начинается-то XIX век именно с классицизма, с русского ампира. Но они все равно наполнены романтической мечтой. Мечтой о грядущих судьбах Российской империи, войска которой только что разгромили Наполеона и победным маршем дошли до Парижа. Зодчие и художники в новой и старой столицах, равно как и в провинции, привыкают мыслить картинами, примеряя их к реальности. И пестрая реальность входит в раму, научившись жить по законам искусства. Магистральным путем творческих поисков и инноваций становится эстетика романтизма. Старшие художники-романтики, такие как Венецианов, Тропинин, еще достаточно классицистичны, тяготея к умиротворенным идиллиям, выделяющим в реальности ее просветленно-гармонические черты, насыщенные особым внутренним одушевлением. С максимальной определенностью новые принципы проступают в портретах работы Кипренского. Присущая новому стилю лирическая мечтательность, равно как и творческий индивидуализм, находят проникновенное выражение в автопортретах, которые охотно пишут почти все ведущие художники эпохи. Это время называют «золотым веком отечественной культуры». Для художников-мечтателей тогда существовали, собственно, не одна, а целых две земли обетованные. Одна – Россия, родина жизни, родина как таковая, с ее неведомым, но славным будущим, а другая – солнечная Италия, родина искусства, куда стремились, чтобы постичь его тайны. Казалось, что стоит лишь свести эти два края воедино, свести в художественной фантазии, в картине, и сама история двинется иными, более разумными путями. Творческая фантазия обнаруживала не только умиротворенно гармоничный, как у Венецианова, но и катастрофически бурный потенциал. Таков последний день Помпеи Брюлова. Разрушение Помпеи у Брюлова предвещает грядущие российские потрясения. Религия же среди этих исторических бурь не то что исчезает, но в свою очередь обращается в романтическую мечту, как в малую фигурку, почти в пейзажную точку, обращается Христос в знаменитом полотне Александра Иванова. Как все соединить, как связать разные виды красоты, красоты пророческой, таинственной, и в то же время повседневной и земной. Морские пейзажи Айвазовского – блестящие образцы романтической живописи. Виртуозно воспроизводя пронизанную светом, вечно подвижную водную стихию, мастер умел замечательно передавать впечатление ее могучей безбрежности. Его, как и многих художников-романтиков, влекли мотивы катастроф, драматически обнажающих бессилие человека перед лицом грозной природы. Общепризнано, что это лучшая картина Айвазовского. Мастер отказывается здесь от мелодраматических эффектов, от каких бы то ни было дополнительных деталей. Перед нами необъятная морская гладь, пронизанная вечным движением,
Море с большой буквы. Таинственное обаяние картины предвосхищает поэтику символизма. Жгучие пышнотелые итальянские красавицы в рефлексах света, проникающего через листву, это несколько литературный образ дочерей прекрасной природы, символ итальянской жизни как вечного праздника карнавала. Подобное мироощущение было очень созвучно творчеству Брюлова с его маэстрией кисти, сочностью красок, игрой света на лицах и предметах. В итальянских работах со всей живописной силой выразилась любовь художника ко всему пышному, роскошному, великолепному. Сюжет картины основан на истории древнеримского города Помпеи, в один день уничтоженного извержением вулкана Везувий. В этой работе Брюлов сумел примирить два разных стиля – классицизм и романтизм. Романтизм выражен и в самой теме людей беззащитных перед роком, и в освещении, сиюминутном, только на мгновение выхватившем из тьмы всю сцену, и в драматизме и сложности построения композиции. Классицизм выражен в том, что действие разворачивается из глубины на первый план, что делает композицию похожей на театральную сцену. Объятая ужасом, гибнущая толпа разбита на отдельные, как бы скульптурные группы. Они сознательно сопоставляются художником с падающими со зданий статуями. Каждая отдельная группа людей имеет свою историю в картине, и каждая из них трагична. Апофеозом трагичности художник делает центр композиции, где изображена лежащая на земле погибшая молодая женщина с плачущим ребенком рядом с ней. В портретном творчестве Брюлов продолжает тему вечного праздника жизни, что особенно выразилось в жанре парадного портрета. Это особый мир, населенный красивыми счастливыми женщинами с блестящими глазами, одетыми в атлас и бархат. Их окружают роскошь, будь то интерьер или природа. Его герои принадлежат к высшему аристократическому кругу, но не это важно в парадных портретах Брюлова. Парадность заключена в их собственной красоте, изяществе, достоинстве, в них самих. Такова и всадница. Она торжествующе смотрит на зрителя с высоты своего положения в прямом и переносном смысле. Она сама в своей естественной красоте и есть тот праздник жизни, который воспевает художник. Светские портреты Брюлова впечатляют своим живописным великолепием, фейерверками ликующих красок. Таков и портрет Салтыковой, известный под именем «После бала». Разумеется, Брюлов, как и всякий модный светский художник, стремится угодить заказчице,
Но как художник-романтик он славит здесь и общечеловеческую религию красоты. Здесь художник впервые в русской живописи находит средства для воплощения на полотне своеобразия русской природы. Равнинный ландшафт средней полосы России с его низким горизонтом, однообразным колоритом пустынного пространства и серого пасмурного неба приобретает в картине красоту и поэтичность. Масштаб, который выбрал для фигуры крестьянки художник, а женщина гораздо выше лошадей, ее праздничный наряд, легкость, с которой она ступает по земле, все эти кажущиеся странными подробности не случайны. В образе крестьянской женщины Венецианов, видимо, хотел изобразить некую богиню весны, плодородия, материнства. Уйдя от столичной суеты, Венецианов жил в своем имении Сафонково в Тверской губернии, предпочитая, по его собственным словам, писать картины в сельском домашнем роде, изображая лишь то, что в натуре является. Картина «На жатве» — это пример сочетания классической гармонии с лирическим воодушевлением романтизма. Впервые образы народной жизни получили в искусстве столь значительный, по-своему основополагающий смысл. Фигуры на картине как бы ожившие античные скульптуры. Они вписаны в правильный, устойчивый треугольник. Их окружает пейзаж, написанный в традициях классицизма, с тремя удаляющимися вглубь планами, с тонкой цветовой моделировкой, с вибрирующей световоздушной средой. В композиции уже присутствуют три темы, до конца жизни занимавшие Иванова: создание образа первозданной природы, образа человека, находящегося среди этой природы, и, главное, тема способности человека слушать, видеть, понимать и воспроизводить гармонию природы, тема творчества. В позднем цикле «Этюдов с мальчиками» Иванов возвращается к теме ранней картины «Аполлон, Гиацинт и Кипарис». Здесь уже в полной мере выразилось мастерство зрелого художника. Его пейзажи, основанные на стремлении к точности воспроизведения природы, ее чистоты красок, ее воздуха, наполненного светом, намного опередили работы современников. Если в ранней картине он прибегает к мифологическому сюжету и строит пейзаж по классическим канонам, то в этюдах главное — это работа на пленэре. Создание образа детства человечества уже не нуждается в мифологическом сюжете. Он создается только лишь посредством живописного мастерства. Сюжет картины взят из первой главы Евангелия от Иоанна.
Христос приходит на берег реки Иордан, где Иоанн Предтеча проповедует народу о мессианской роли Христа в истории всего человечества. Небольшая фигура Христа движется издалека, как бы выкристаллизовываясь из каменистой почвы и бездонного неба. Он идет один, но вместе с ним и вся природа, освещенная золотым светом, льющимся с неба. Художник использует сложную и неожиданную композицию картины в картине. Люди, изображенные крупно на первом плане, являются такими же зрителями, как и мы. И реальный зритель приобщается к этой толпе. Он тоже должен определить свою позицию, выбрать свое место среди этих людей, принять или не принять Христа. Лихой гусар изображен художником в минуту глубокой задумчивости, отрешенности от всего внешнего. Взгляд его не устремлен, как это было принято ранее в портретных изображениях, прямо на зрителя, как бы приглашая его разделить вместе с ним радость и довольство собой и своей жизнью. А наоборот, направлен мимо зрителя, куда-то вдаль, скорее всего, в самого себя. И приглашает он не радоваться и восхищаться, а задуматься над чем-то серьезным, над тем, что, видимо, было близко и портретируемому, и современному ему зрителю. Композиция портрета подчинена именно чувству осознания художником величия модели. Поза поэта напоминает скульптурные бюсты. Отсутствуют какие-либо жесты и мимические движения лица. Пушкин на портрете замкнут в себе, внутренне собран и абсолютно не нуждается в собеседнике. Он смотрит мимо зрителя и этим отделяет его от себя, оставаясь в замкнутом пространстве портрета. Кроме фигуры Пушкина, в портрете присутствует только скульптурное изображение музы, которое олицетворяет его предназначение. Еще современники сразу после написания портрета отмечали его трагичность. Зная судьбу поэта в дальнейшие 10 лет, можно считать этот портрет Кипренского пророческим. В отличие от романтика Кипренского, Тропинин писал всю жизнь портреты частных людей, портреты, наполненные своеобразной поэзией быта, домашнего уюта. Одна из его ранних работ «Кружевница» уже несет в себе это настроение, хотя по своей стилистике еще очень зависит от искусства рококо. Это уже полупортрет, полубытовой жанр. На первом плане слева художник мастерски изображает натюрморт из предметов для плетения кружев. Колорит картины как бы пронизан розоватым светом, будто идущим от дощатого пола и стен девичьей светлицы, в результате чего мы видим не абстрактный глухой фон, а интерьер комнаты. Полотно несет в себе ощущение естественности простого бытового уклада, полного гармонии и покоя.
Будучи по рождению крепостным, Тропинин в 1823 году получает вольную и поселяется в Москве, откуда ни разу до конца жизни не выезжал. Он наслаждается своей независимой, спокойной жизнью в тихой, тогда несколько провинциальной Москве. Именно это мироощущение мы видим в автопортрете. Довольное лицо уже пожилого мастера, держащего в руках атрибуты своего творчества, и на фоне символ его любимого города — Кремль. Автопортрет написан в свободной манере, с использованием ярких цветов в изображении палитры, перекликающихся с красками пейзажа за окном. Лицо художника добродушно и весело, как у человека, довольного своей судьбой. Тропинин выступает здесь как полностью сформировавшийся мастер. Превосходен его объемно-пластический рисунок, моделировки, монохромный колорит, построенный на игре серебристых, зеленоватых и коричневых оттенков. Художник как будто поставил себе цель в этой работе продемонстрировать свое мастерство и рисовальщика, и колориста. Солнце буквально пронизывает полотно. Свет будто бы вибрирует в воздухе и пропитывает горением цвет листвы, земли, моря и одежды людей. На первом плане художник изображает группу людей, мирно отдыхающих на веранде, сидя в расслабленных позах. Это уже не стаффаж академических пейзажей, а бытовая сцена с подробностями повседневной жизни людей. Не случайно Щедрин в последний период своего творчества выбирает временем изображенных им сцен полдень. Это время, когда южная природа находится в покое, все составные части пейзажа как бы объединены светом солнца и воздухом. В творчестве Семена Щедрина русский пейзаж зримо обретает черты самостоятельного жанра. Природа у него, как это было принято в искусстве классицизма, обычно уподобляется ухоженному живописному парку. Впрочем, он и реально написал большинство своих работ, в том числе и эту гатчинскую картину, в окрестностях Петербурга, где парки постоянно перемежаются с сельскими видами.